Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим, что же вам приготовил октябрь. Каковым будет для вас месяц, какие энергии будут преобладать в течение этого периода и чем он вас порадует. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, и мы с вами приступим. Основные энергии: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Основные энергии месяца у вас ложится аркан Отшельник. По сути говоря, ваш аркан, это ваша карта-сигнификатор вашего знака зодиака. Это такой несколько месяц уединения, желание побыть интровертом, отдалиться от всех и вся, заняться своими любимыми делами или сконцентрироваться на себе и на своих задачах. Для некоторых это может быть ситуация поиска внутреннего света, обретения мудрости, некой такой философии жизни. Кто-то будет заниматься вопросами зрелых родственников, то есть их обеспечение, вопросами здоровья и так далее. То есть концентрироваться на их вопросах и на их задачах. Но как именно отыграется этот месяц для вас? Здесь мы смотрим пятерка жезлов. Это все-таки поиск внутреннего духовного пути, внутреннего света. Потому что устранять в себе какие-либо противоречия, понимать, чего вы хотите на самом деле и, по сути, как вам дальше идти по жизни. Смотрим с вами вопросы работы. Здесь ложится паж мечей. Паж мечей – это проанализировать, что дает вам эта работа, какой ресурс. Получаете ли вы от нее хоть какое-то моральное удовольствие? Есть ли перспективы роста? То есть это, по сути, оценить ваши шансы. А стоит ли тратить здесь свое время, силы, ресурс, свои знания, или стоит их совершенствовать в ином месте, в другой организации? Конечно же, карта дуальна, поэтому может работать и в отношении вас. Это тот момент, когда по отношению к вам могут собирать какую-то информацию, как решить дело с целью проверить вас, какой вы коллега, сотрудник, какие у вас перспективы, являетесь ли вы стрессоустойчивыми, можно ли вам доверить какие-то сложные дела, сложные задачи. То есть здесь это карта, которая работает в двух направлениях. Давайте ее раскроем. О чем она будет говорить для тех, кто у нас сейчас свободен. Здесь по девятке чаш это попытки проанализировать, понять, как стать экспертом в своей нише, а именно продвинуть свое любимое дело, то, чем вы занимаетесь. И повторюсь, по девятке чаш, будь то кулинария, вы там готовите на дому или, не знаю, вяжете пинетки, кто-то может заниматься репетиторством, кто-то может что-то там, не знаю, быть плотником и производить какие-то там изделия. То есть ваша задача понять, как правильно продвинуть свои товары, свои услуги на рынок. И опять же, как больше выделять времени для того, чтобы вы могли себя посвятить любимому занятию. Некоторые могут еще, знаете, как искать для себя новое поприще. То есть то дело, которое бы приносило радость и счастье. В особенности, если вы еще такового не нашли, то октябрь может вас порадовать этим моментом. Если вы соискатель, паж мечей, семерка мечей. Ситуация, когда вы можете трудоустроиться на работу. В лучшем случае она просто будет неофициальной, то есть заработная плата в конверте. В худшем это обещали одно, по факту совершенно иное. Ситуация, когда работа может быть на грани проблем с законом. Поэтому здесь будьте, пожалуйста, бдительны, чтобы сами на себя не навлекли каких-то проблем. Если же вы у нас наемный сотрудник, паж мечей и башня. Башня здесь может звучать в нескольких аспектах. В первую очередь, если, как я говорила, продвижение в данной структуре. И сама по себе ситуация паж мечей, башня, это если риск сокращения или увольнения. То есть, другими словами, хотите подготовить себе почву, чтобы не уйти, когда компания развалится, а предвидев это, сразу перешли для себя в более какое-то продуктивное русло на лучшее предприятие. Так, те, кто владеет собственным делом. Паж мечей и двойка жезлов. Тот момент, когда вы пытаетесь сопоставить и сравнить, какое дело или какая ниша для вас будет более перспективной, более рентабельной, и стоит ли сменить текущую деятельность на какое-то иное направление. То есть это просто попытки проанализировать, изучить рынок, промониторить, то есть и понять для себя, вычленить, что будет здесь важным, значимым и главным на ближайшие годы, что будет приносить доход.
Финансовая сторона вопроса. 4 чаш. К сожалению, оставляет желать лучшего, потому что по этим картам это в чем-то себе отказывать, жить в режиме экономии. У кого-то из вас ради благих целей и масштабных задач, будь то там крупные покупки недвижимости или транспортного средства, или еще какие-то грандиозные глобальные планы, но именно этот месяц заставит вас подзатянуть пояса. Если оценивать вопросы состояния здоровья, король мечей у нас зачастую указывает на плановое обращение к врачу. Может быть плановый чекап-лист или диагностика, или контроль текущих хронических заболеваний, которые у вас могут быть. То есть держать руку на пульсе, чтобы все было в порядке. По вопросам личной жизни, а здесь ложится аркан сила. На самом деле в большей части ситуации это позитивный аркан, но тем не менее может иметь свои нюансы, свои окрасы, в зависимости от того, какие арканы дополняют или раскрывают этот аркан. Поэтому давайте смотреть для каждого из вас. Для тех, кто свободен, как прозвучит эта карта. У вас же сила и 10 чаш – это наконец-то обретение партнерства, создание счастливого союза, может быть даже для кого-то, знаете, как и скоропостижно создание семьи. Но в любом случае это обретение человека, который соответствует вашим запросам, вашим планам, потому что отшельник – это вот вы длительный период искали именно того, кто станет вашей отдушиной. Если вы в любовных треугольниках, сила и 8 чаш. Вот здесь это как найти в себе силы уйти. Почему? Потому что отношения по ряду причин могут быть для вас токсичными, деструктивными. Или ситуация, когда вами очень жестко манипулируют, и вы находитесь в состоянии жертвы. Поэтому здесь найти в себе ресурс и сделать важный шаг. Прекратить эти отношения. Если вы у нас в стабильных связях, то сила и звезда – это укрепление союза, это улучшение отношений, это совместные далеко идущие планы, цели, стратегии. То есть здесь у вас арканы идут в положительном ключе, в позитивном русле. Плюс сила и звезда – это давать вашему партнеру или партнерше силу, поддержку в реализации какой-либо мечты. Может быть его личной, может быть вашей совместной, ну то есть помогать, способствовать. И здесь в плане совета и рекомендаций 3 монет. 3 монет – в первую очередь акцент на работе. Вот у вас эта тема здесь и звучит. То есть понять, в какой нише стоит себя реализовать, что для вас будет лучше, как зарабатывать, как увеличить свой доход. Помимо всего прочего, 3 монет дает вам совет, рекомендацию, чтобы вы накапливали ресурсы, то есть работали над выполнением своей цели, плана или задачи, в особенности, если у вас на повестке дня стоят какие-то крупные траты, то здесь идти своим путем, в первую очередь не отклоняясь от курса. И мы посмотрим с вами неожиданность периода, что у вас здесь. Итак, здесь у вас ложится аркан звезды, женщина и дом. Дно колоды у вас солнце. Прекрасные арканы, которые говорят о исполнении цели, мечты или желания. В особенности, если это касается вопросов недвижимости или налаживания взаимоотношений с родственниками. Может быть, для кого-то обретение своего дома, уюта или вопросы переезда. Или если кто-то из вас получает какие-то приятные известия, потому что женщина дома – это появление женщины в доме, которую вы долго ждали. Там, не знаю, мама кому-то приезжает там, на помощь, на подмогу или просто в гости. Или в целом у кого-то может быть домработница, которая решает и закрывает ваши вопросы. То есть появление этой женщины, видите, с вас сбрасывает тяжелую ношу. Аркан солнца. Радость, счастье, процветание. Для кого-то обретение, если мы будем смотреть, партнерши для создания стабильных отношений, для создания семьи. Поэтому прекрасный месяц, прекрасный период. Вы, пожалуйста, по прошествии октября напишите, дайте знать, как отозвалась информация и какие события у вас произошли. Буду признательна вам за коммуникацию, за энергообмен. С вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.